Итак, атаман Малашко сложил все полномочия и поставил последнюю точку в своей борьбе налетом на Верхнеднепровск. И оказалось, что он был среди тех дальновидных атаманов, которые тоже решили дальше не участвовать в повстанческом движении, как, например, Юхим Мирошниченко, о котором мы рассказали отдельно. Чтобы понять, почему проницательные атаманы принимали такие решения, кратко обрисуем общую военно-политическую обстановку, которая сложилась в начале 1920 года. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Многие исследователи вызвольных змагань в Украине и гражданской войне в России упускают тот факт, что все воюющие стороны зависели от западной помощи. В частности, Деникина финансировали и курировали британцы. Но проблема была в том, что Петлюра был еще тем мамкиным геополитиком. Как только эта шайка леваков скинула Скоропадского, у них был шанс освободить Украину с помощью Франции, которая высадила на юге страны свои войска. Париж заявил, что готов помочь УНР, но, естественно, при выполнении ряда условий. Первое условие звучит весьма здраво и разумно. Реформирование директории и правительства и вывод из их состава Винниченко, о котором у нас есть отдельное видео, Чеховского, который выступал за компромисс с большевиками и был противником соглашения с Антантой, и, собственно, Симона Петлюру. Это говорит о том, что французы со стороны четко видели всю никчемность данных товарищей еще в 1918 году. Другие основные выставленные французами условия – формирование 300-тысячной армии, верховное командование, которое должно было подчиняться Антанте. Предполагалось привлечение деникинских офицеров в армию УНР. На время военных действий против большевиков железные дороги и финансы УНР должны были перейти под контроль Франции. По сравнению с красными бандитами это было спасение для государства Украина. Ведь главное для геополитика – это спасти страну, а тут еще получается, что и при помощи цивилизованной державы. Основная цель – уничтожить проклятый большевизм. И если бы на месте Петлюры оказался политик уровня Скоропадского, он бы смог договориться с Антантой для начала об автономии Украины. Скоропадский понимал все риски и выгоды иметь союзников в виде Антанты и предупреждал: Антанта не пожелает нам помочь, если мы ей ничего давать не будем. Антанте нужно иметь убеждение, что мы можем представить ей коммерческие выгоды и уплатить наши долги. Слова гетмана стали пророческими, но Петлюра вцепился во власть как клещ. Домагання французів у справі моєї відставки є втручанням у внутрішні справи України і спричиняють хитання в рядах борців проти більшовизму, тому український уряд їх відкидає. То есть Петлюра не понимал главного, что без поддержки Запада ту войну выиграть было нереально. И как мы с вами видели по судьбе атамана Малашко, Украина держалась в основном на чистом энтузиазме атаманов, которых было десятки тысяч. И эти атаманы умели создавать хорошо организованное подразделение из местного населения. И это благодаря им Петлюра быковал перед Антантой и думал, что оно само собой как-то там образуется, и что он выедет на этом национально-патриотическом подъеме на белом коне. И Петлюра в итоге докатился до того, что начал искать помощи у Польши. А кто такая Польша? Такая же, как и мы, но по счастливому географическому положению располагается дальше от России. Пилсудский вовремя просек поляну и использовал Петлюру для освобождения своей страны. И вот в январе 1920-го красные овладели Новочеркасском и Ростовом-на-Дону, после чего Юго-Восточный фронт, который разгромил Деникина, преобразовался в Северокавказский для дальнейшего наступления на юг. В марте красные с боями заняли Кубань. Черчилль, кстати, был категорически за то, чтобы поддерживать
поддерживать Деникина до бесконечности. Но пока он в отпуске делал променады по Парижам, его коллеги решили использовать момент. И тот самый лорд Керзон быстренько состряпал решение кабинета в виде ультиматума и поручили Верховному комиссару в Константинополе адмиралу де Робеку вручить это решение Деникину. Тот, кстати, осознал, что довоевался до ручки и назначил вместо себя генерала Врангеля. Деникина берут за шкибот, сажают на борт английского эсминца вместе с начальником английской военной миссии генералом Хольменом, которого отозвали в Лондон для доклада, и Деникин покидает Россию навсегда. И самое для нас интересное – это то, как британцы обосновали свою предъяву. Они приказали Деникину прекратить неравную и безнадежную борьбу. И только после этого они берутся договариваться с советским правительством об амнистии населению Крыма и в частности войскам Юга России. Поэтому перед бароном Врангелем стояла единственная задача – с честью вывести армию из тяжелого положения. Как Врангель напишет в своих мемуарах, отказ англичан от дальнейшей нам помощи отнимал последние надежды. Положение армии становилось отчаянным, но я уже принял решение. Прониклись. Генерал Врангель, у которого и армия гораздо больше, и финансирование побогаче, уходит с поля боя. А как раз в тот момент, как утверждают исследователи, белые были вооружены и экипированы лучше, чем когда бы то ни было. А что в это время делал Петлюра? Правильно. До сих пор он, по сути, воевал с Антантой, а теперь подвязался помогать Пилсудскому укреплять восточные границы Польши, попутно разрабатывая амбициозные, как бы сейчас сказали, планы по деоккупации Украины при помощи единственно национально-патриотического духа украинцев. Теперь вы понимаете, во что наш украинский атаман Михаил Малашко въехал еще за месяц до ультиматума Британии. Это все бурлило в информационном пространстве, и надо было только при помощи критического мышления понять, что борьба переходит в фазу неравной и безнадежной. И Малашко тянуть дальше своих побратимов на верную гибель не подписывался. Он с ними расплатился по чесноку, и дальше полагаетесь сами на себя. Но мало кто из повстанцев его услышал, к сожалению. Часто люди так устроены, что не слышат предупреждений, которые им поступают от здравомыслящих людей. И поэтому с апреля 2020 года начинается самая трагическая страница в истории вызвольных змагань. Но о ней мы расскажем при помощи биографии других повстанцев. Итак, мы в прошлой части остановились на том, что Малашко и Тишанин добрались до Софиевки. 2 дня туда стекались все те, кто не уехал домой и которым некуда было податься. И по словам нашего фактически мемуариста Ивана Подгорного, нужно было проводить Малашко и Тишанина в село Орлово, так как оба атамана слегли с тифом. Что за село Орлово? Я сначала подумала, что это Орловка в Бахмутском уезде, где умер отец Михаила. И это было бы логично – уехать туда подальше от преследователей, вернуться поближе к родным краям после того, как атаман завершил свою борьбу. Малашко уже ничего в этих местах не держало. Но он был нездоров. Симптомы сыпного тифа – это рвота, сильная головная боль, повышенная температура тела, галлюцинации. Ему нужно было где-то отлежаться для начала, а уже потом предпринимать шаги для дальнейших действий. Из спутанного повествования Подгорного стало понятно, что это Орлово не так далеко от Софиевки, раз они туда его проводили, а потом вернулись назад. Опять же, Подгорный сбивает с толку названием некоторых сел. Он упоминает какую-то Купянщину или Крупянщину. Но такое село поблизости не просматривается. Есть Купьеваха-Николаевка в Пятихатском районе, но вести атаманов в места, откуда повстанцы пришли, и где вели бои с красноармейцами, абсолютно нелогично. Раз Софиевка стала для них островком безопасности, то им надо было двигаться дальше. И есть такая Александровка I Орловских или Орлова, как село сейчас называется, и скорее всего повстанцы провели Малашко и Тишанина именно в это Орлово. Хутор Горба, который Подгорный упоминает, это сейчас окраина Софиевки по направлению на Днепр. Хутор Горященко – это, скорее всего, Александру-Билевка. Там когда-то действительно проживали какие-то горященки. А теперь цитируем Подгорного.
Собралось всех нас человек 80. В этом числе были повстанцы, не успевшие уехать домой, боявшиеся власти. Из Софиевки выехали я, Петренко и с нами человек 10 повстанцев. Малашко, Тишанин, охраняемые другими повстанцами под командой Барабаша, выехали ночью. Повстанцев нашей сотни пришлось отпустить по настоянию Петренко. Из нашей сотни остался только я, Петренко и Антон Пляшник, белорос, тоже не имевший пристанища. Распустили повстанцев уже на хуторе Горба, в 10 верстах, который от Софиевки. Как только повстанцы уехали, мы трое отправились на хутор Горященко. Горященко направил нас в село Крупянщину, где остановился Малашко и Тишанин, сопровождаемые под командой Барабаша. С Крупянщины поехали в село Орлово. До нас доходили слухи, что отряд, который нас преследует, жестоко расправляется. Всех нас, провожавших больных, было не более 10. Остановившись в Орловой у одного крестьянина, богача кулака, мы пробыли 2 дня. Я получил там же 50 тысяч рублей. Тишанин взял 1 000 000 рублей. Малашко 1 000 000. Оставалось 4-5 миллиона. Остальные деньги, как после я узнал, Березняк взял 1 000 000 рублей, Федорченко 1 000 000 рублей, Дьяковский 1 000 000 рублей или 2 миллиона. Казакам же роздано было по 1000 рублей. Конец цитаты. Поясним. Как потом выразились чекисты, крупные паи получили лишь члены грабительского совета. Но атаманы получали такие большие суммы, потому что им надо было расплатиться со своими повстанцами, и многие из них потом продолжат борьбу. То есть они не лично себе брали деньги на содержание своего отряда. И дальнейший рассказ Подгорного нам подсветит, как повстанцы пытались распорядиться полученными огромными деньгами. Из Купянщины направились мы на хутор Горба. У Горба было уже порядочно братьев. Между ними был и Черноус, хлопотавший все о самогоне. Появился самогон, пили все, и я пил. Помню, налил подряд 3 стакана и залпом один за другим выпил. Пробыв на хуторе дня 2, я, Петренко, Пляшник и Старошко Яков отправились в деревушку Полыньки, где жил Петренко. Последний говорил, что там, в деревушке, у него есть люди, которые отдадут деньги в кооператив. Барабаш же Яков с остальными бывшими остались на хуторе Горба, в числе коих была и Нина-проститутка. Приехав в Полыньки, Петренко с Пляшником отправились прятать деньги, а я со Старошком остановился на краю села у одной вдовы. Часа 4-5 не было Петренко, а потом явился. Мы собрались и поехали. Деньги не брали, чтобы поместить в кооператив, и Петренко, как говорил, запрятал их в надежном месте. Я не расспрашивал именно у кого, и только спустя некоторое продолжительное время Антон сказал, что, кажется, у родственника двоюродного брата. Подъехали мы уже светом к деревушке Шелуховой и остановились отдохнуть. В этой деревушке мы пробыли сутки. За время пребывания в Шелуховой Петренко подтрунивал над моей молодостью, смеялся, что я Маруся безусая, и советовал мне влюбиться, если только я не влюблен в Нину. Я хладнокровно относился к таким словам, но мне было неприятно, что он намекал на Нину. Конец цитаты. Все, здесь мы расстаемся с Иваном Подгорным, но не навсегда. Мы еще к его ценным показаниям вернемся. Что касается Дьяковского, то он отделился от повстанцев еще в Алферово. Надо сказать, что вместе с ним в налете участвовала его жена Арельская. Это была интеллигентная девушка, переписчица у атамана Малашко. Любопытная пара такая, жаль, что мы мало о них знаем. Цитируем Дьяковского, то, что он рассказал потом на допросе. «Видя, что за нами следуют советские войска, я с женой остался в Алферовке. А оттуда поехал дальше, скрывался в сарае у одного старика. Его не знаю, уплатил ему за это 2000 рублей. Пройдя несколько дней, приблизительно 10 марта, я с женой выехал в Екатеринослав. Здесь жили в городе почти 3 недели, ничем не занимались. Деньги были, я купил на 1 300 000 рублей золотые вещи с бриллиантами в разных магазинах. Я сам сочувствую коммунистической партии бородьбистов, поскольку мне известно, меня зачислили в партию, даже
даже знаю, что было опубликовано в газете «Украинский пролетар». Я не согласен с тем, что посылают работников из Великороссии на Украину и не проводится в жизнь то, что пишет Совнарком. Согласно постановлению Совнаркома, в советских учреждениях и школах должен быть украинский язык, а это не проводится. Конец цитаты. Вот так под дулом пистолета Харитон Дьяковский пытался отстаивать интересы украинского народа. И, наконец, о самом атамане. Понятно, что чекисты сразу же бросились на его поиски. Для этого создали целый штаб, который возглавили Фома Леонюк и некий Онищенко. В их распоряжение коллегия ВУЧК выделяет отряд. Поиском привлекли также представителей особого отдела 13-й армии. Во все уезды Екатеринославской губернии выехали уполномоченные ГУПЧК. Нашелся, естественно, комнезамовец, который сообщил чекистам, что Малашко находится в селе Орлово. Туда направили конный отряд, но безрезультатно. И вот в конце марта сотрудникам ГУПЧК стало известно, что Малашко болен сыпным тифом и находится в Сурско-Михайловке. Но когда отряд прибыл на место, выяснилось, что атамана уже куда-то увезли. Трифон Гладченко указал чекистам, что знает только, что батька Малашко находится больной тифом в селе Орлово в 20 верстах от Сурско-Михайловки на квартире или у Авдеенко, или у Орла. И теперь самое время вспомнить товарища Федора Удодова, которого в ноябре 18-го освободили из бахмутской тюрьмы. Мы о нем упоминали во второй части. Удодова в тюрьму засадили при Скоропадском, а освободили как раз тогда, когда атаман Малашко выгонял из Бахмута белых. Где-то в 19 году Удодов явился в Екатеринославский ГУПЧК к самому товарищу Липлевскому, и тот назначил его начальником ударной группы по борьбе с бандитизмом. Потом Удодов будет хвастаться, что в 1920-м им ликвидирован полностью с захватом предводителей банды в селе Сурско-Михайловка, бывшего царского поручика банда Гладченко и бывшего царского полковника банда Малашко. Вот так аукнулось атаману Малашко его участие в антигетманском восстании. Задержали чекисты и невесту Малашко. Ну, как невесту? Наверное же, боевую подругу чи барышню типа Нины. И та указала, что атаман находится в Каменском. Когда сотрудники ГУПЧК прибыли на место и вошли в дом Погорелова, то им представилась следующая картина. На постели лежит дряхлый старик, вокруг которого кричат и плачут его дети. Когда старик был снят с постели, то под периной был обнаружен больной Малашко, при котором найдено 500 тысяч рублей и револьвер Браунинг. Выяснилось, что Малашко накануне ареста передал своим приближенным 3 миллиона рублей. И на радостях председатель Екатеринославского ГУПЧК Георгий Рудаков, а на самом деле это был латыш Линдеман, шлет в Харьков начальнику Украинской чрезвычайной комиссии внеочередную оперативную телеграмму. 2 апреля в селе Каменском Екатеринославского уезда, согласно агентурных сведений, отрядом кавалерии ГУПЧК задержан и доставлен в ГУПЧК ближайший сподвижник батьки Махно, батька Малашко Михаил, организатор бандитских шаек и целого отряда налетов на воинские команды и советские учреждения, организатор и руководитель бандитского налета на Верхнеднепровск с убийством местных коммунистов и советских работников. Во время этого налета изрублено и истерзано до 26 человек и казначейство на сумму 25 миллионов рублей. Кроме него задержаны и находятся в ГУПЧК также ближайшие сподвижники батьки Махно, Гладченко и Браво. Интересно, наверное, имелся в виду Брова. Странно тогда, как Брови удалось тогда убежать от чекистов. 10 апреля дело Малашко и его побратимов рассматривала губернская чрезвычайная комиссия. Также по делу проходили Харитон Дьяковский, жена его Орельская и неизвестные нам повстанцы Жук, Кабак и Журавель, которые тоже участвовали в налете на Верхнеднепровск. Всех их признали виновными, и ГУПЧК постановила подвергнуть их высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение в ночь на Великдень с 10 на 11 апреля. Что касается брата Михаила Николая Малашко, то в конце 20 года он эмигрировал вместе с армией Врангеля в Константинополь. На 19 февраля 28 марта 21 года числился в беженских лагерях в Румынии Техиргиоль, Фагараш.
28 сентября 1921 года перебрался в Чехословакию и там учился в знаменитой Украинской академии в Подибрадах на экономическо-кооперативном факультете. Николай опоздал на обучение, не хватало ему образования из-за нескольких лет, которые посвятил борьбе, но быстро всех догнал. До 1929 года он вел научную работу при академии. Последнее упоминание о нем я нашла у Андрея Левицкого. Был такой деятель, президент УНР в экзиле. И вот 19 января 1942 года в письме к Ивану Рудичеву Левицький, который в это время проживал в Варшаві, отметил: «Тут до мене заглядає часом інженер Малашко, що жив колись у П. Своєрідна він людина». Хоч би вже написав це Левицький, хто такий П. Это последняя весточка. Но было у Михаила и Николая Малашко много братьев и сестер. Я назову их, может быть, кто-то узнает своих предков. Надеюсь на это. А может, кто-то из краезнавцев этим вопросом займется и найдутся у этих родственников фотографии атамана Михаила Малашко в семейном альбоме. Первая – это сестра Анна Васильевна в замужестве Сухина. Ее внук Владимир Михайлович Сухина проживает и сейчас в Очеретино. Рядом как раз с тем самым кирпичным заводом, которым владел его прадед. Сейчас он в эвакуации, я пыталась с ним связаться. Вторая – это Оксана Васильевна в замужестве Сапунова. Ее потомки жили в Янакиево. Третий брат Константин Васильевич Малашко. Его потомки проживали в Красноармейской и Сталинской области. Четвертая сестра Татьяна Васильевна в замужестве Лагутина. Я связалась с некоторыми потомками Татьяны Васильевны, но они даже не знают, что их бабушка или прабабушка была Малашко. Пятая сестра Капитолина Васильевна в замужестве Мишурова. И шестой Алексей Васильевич Малашко. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Михаил Васильевич Малашко был, несомненно, неординарной и харизматической личностью. Сами чекисты признавали, что популярности его способствовала личная храбрость и, бесспорно, администраторские способности. Михаил искренне любил Украину, у него были принципы, от которых он не отступал. Ему приходилось с ними лавировать в том бурном море вызвольных змагань. Атаман так и остался загадкой для врагов. Чекисты признавали, что советская власть так и не разгадала этого сфинкса Малашко. И осталось добавить, что память об атамане абсолютно не увековечена. Это потому, что некому об этом позаботиться. Ведь до сих пор считается, что он родился в Софиевке. Многие даже маститые историки перепечатывают этот фейк, не обращая внимания на то, что в Софиевке никогда никакие Малашко не проживали. А жители Георгиевки до сих пор не знают, что Михаил – это их герой. Но хочется верить, что после перемоги ситуация изменится и центральная улица Георгиевки будет носить имя атамана Малашко.